Привет! Добро пожаловать на мой канал! Совсем недавно у меня была поездка в Мюнхен, которая оставила очень много позитивных и ярких впечатлений, которыми я бы хотела сегодня с вами поделиться. Мюнхен – один из самых крупных городов Германии, который расположился недалеко от гор Альп. Именно этот исторический и старинный город заслуживает внимания каждого путешественника. Бавария – это особый регион Германии. Уютная, колоритная и, наверное, самая веселая часть одной из самых педантичных и упорядоченных стран – это Германии. В центре Баварии, в Мюнхене, всегда немного празднично, город прочно ассоциируется с шкварчащими ароматными мюнхенскими колбасками и льющимся рекой баварским пивом. Неудивительно, что именно здесь, на Мюнхенской земле, в самом сердце приветливой Баварии, родился известный на весь мир и, пожалуй, самый масштабный пивной фестиваль Октоберфест. Мюнхен привлекает туристов со всего мира не только историей и архитектурными красотами, но и кулинарными традициями. Даже если вы не планируете устраивать гастротур по городу, попробовать знаменитое немецкое пиво и баварские сосиски – это дело чести. Немцы очень щедрые, когда дело доходит до угощения, поэтому и порции в ресторанах и кафе, как правило, огромные. Главная рекомендация – не заказывать сразу много блюд, а остановиться лучше на одной тарелке. Самая известная пивная Мюнхена – Hofbrauhaus. В свое время тут любили пропустить кружку пива Томас Манн, Василий Кандинский и Альберт Эйнштейн. Пивная очень просторная и разбита на несколько зон. Приветливые девушки-официантки встречают гостей в национальной одежде и помогают разобраться в меню. Кстати, меню здесь на нескольких языках, в том числе и на русском. Еда здесь вкусная, а порции большие. В среднем обед в Hofbrauhaus обходится в 15-20 евро. Рестораны – это, конечно, важный этап знакомства с городом, но не основной. В Мюнхене начинать осмотр города стоит с центральной площади Мариенплац. Площадь Святой Марии известна еще с XII века. Здесь проходили рыцарские турниры и устраивались ярмарки, куда традиционно съезжалась вся Европа. Исторический рынок до сих пор находится на площади, сейчас там пешеходная зона. С одной стороны от вас будет возвышаться величественное здание в готическом стиле. Это новая ратуша. Мы с вами находимся на Мариенплац. Это самый центр, самое сердце города Мюнхен. И мы с вами сейчас на данный момент находимся прямо под новой ратушей, которая является самой главной достопримечательностью города. И отсюда открывается очень красивый вид как изнутри, так и снаружи. На ее фасаде есть очень интересные часы, которые ежедневно своим колокольным звоном и 32 фигурами почти в человеческий рост представляют сцены из истории города, королевскую свадьбу, рыцарский турнир и танцы. Представления проходят в 11 утра и в 9 вечера. Немного в стороне стоит на вид более новая постройка, но на самом деле это старая ратуша. Большую часть этого здания сегодня занимает музей игрушек. Дальше от Мариенплац начинается торговая улица, которая протянулась на несколько километров. Она называется Кауфингерштрассе. Здесь вы найдете самые популярные бренды одежды, обуви и аксессуаров. Летом здесь особенно приятно погулять в окружении зеленых деревьев, цветов, разноцветных клумб и множества цветочных композиций на улицах. Но поскольку нашу поездку мы совершили в ноябре, мы этого не застали. Но зато мы как раз вовремя застали момент, когда весь город начинал преображаться и готовиться к Рождеству. Как по мне, это самое настоящее волшебство. Пройдя немного далее по улице магазинов, вы непременно заметите церковь
отметить, что помимо метро мы также передвигались по городу на туристическом экскурсионном автобусе Hop-on Hop-off. Этот тур подразумевает, что мы могли выходить на любой станции маршрута, знакомиться с достопримечательностями и подсаживаться на следующий такой же автобус, чтобы продолжить наш маршрут. Мы купили билеты на один день и, согласно маршруту, осмотрели целый набор культурных точек, таких как памятники, музеи, пинакотеки и парки. Также не стоит забывать, что в Мюнхене находится музей баварского автомобильного концерна BMW. Он был сооружен в 1972 году к открытию Олимпиады. Это место особенное. Все здесь сделано с любовью и вниманием к истории автомобильной компании. Также впечатляет размах экспозиции. Архитектура здания и его размеры вызывают восхищение. В музее представлены автомобили фирмы еще 1910 года выпуска, современные модели, мотоциклы и велосипеды. Тут везде можно посидеть, все потрогать и сфотографироваться. Рядом с музеем расположился комплекс BMW Welt. Это огромный выставочный зал. Если не запланирована покупка автомобиля, то можно просто приобрести какие-нибудь аксессуары – куртку, сумку или шлем. Там же можно купить и фирменную одежду и сувениры. Конечно, не дешево, но зато оригинал. Ну и в завершение хотелось бы сказать, что Мюнхен большой город, но он отличается от прочих тишиной, спокойствием, порядком, чистотой и комфортом. А еще здесь просторные парки, чистый прозрачный воздух и замечательная альпийская вода, которая льется прямо из водопроводных кранов. Мюнхен внесен в первую десятку экологически чистых городов мира с населением более 1 миллион человек, которые рекомендованы для наиболее комфортного проживания. Я надеюсь, что вас Мюнхен впечатлил и что информация из этого видео была вам интересна и полезна. Я была бы рада вашей оценке и комментариям. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи. Пока!